Здравствуйте! Сегодня приготовим колокithopita. Это греческий пирог, пита, с начинкой из кабачка, из зеленого кабачка. По непонятной мне причине я думала, что я записывала ролик, как я приготавливаю тесто на питу. А оказывается, я не нажала на кнопку. И у меня нету тот кусок, который я готовила тесто. И как я готовила потом колобки. Поэтому я взяла кусок от старого видео, где я вам готовила спанакопиту. Поставила сюда, чтобы вам было более-менее понятно. Как говорят у нас в Греции, «Кафембовио якало», это значит, каждое препятствие идет к лучшему. Как вы уже видели, я замесила тесто. Простые ингредиенты: мука, вода, соль, масло. Надо замешать тесто где-то 5 минут и оставить, чтобы оно отдохнуло полчаса. После 30 минут берем тесто и режем на две части. Одна часть должна быть чуть больше, чтобы это тесто пошло на нижний слой питы, а вторая часть чуть меньше, чтобы она пошла на верхний слой питы. Это тесто, которое пойдет на нижнюю часть питы, разделяем на 6 колобков. А это, который пойдет на верхний слой, разделяем на 5 колобков. Вы не смотрите то, что на видео другие колобки. Это от другого видео, от другой питы. Я просто поставила кусок от старого видео, потому что я хочу, чтобы вы поняли технологию, а не сколько кусков я режу тесто. Итак, повторяю. Нижний слой на 6 кусков, на 6 колобков, а верхний слой на 5 колобков. Берем один противень или один поднос, застеливаем его этой пленкой, не помню, как она называется, и на ней поставим колобки, которые мы будем, как сказать, раскатывать как маленькие лепешечки. Как видите, я уже раскатала несколько колобков. Нам для этой питы, которую будем сейчас готовить, надо 5, а не 4, как вы видите на видео. Я их раскатала и закрыла тоже пленкой. Надо хорошо закрыть пленкой, чтобы туда не поступал воздух. Желательно пленкой закрывать, а не полотенцем, потому что через полотенце тоже может пройти воздух, и тесто не будет настолько, как сказать, эластичным, как нам надо его сделать. Сейчас я раскатала еще и верхний, то, что на нижний слой питы. Закрываю тоже все хорошо и оставляю где-то на 15-20 минут, чтобы опять тесто отдохнуло. Пока тесто отдыхает, надо приготовить масляную смесь для смазывания листов. Надо растопить сливочный маргарин, добавляю потом растительное масло, ставлю на огонь, и когда уже эта смесь подогреется, согреется хорошо, добавляю туда муку, и когда появится пенка, выключаю огонь и оставляю, чтобы масло немножко остыло. Теперь уже начинаю готовить начинку для этого пирога, который мы будем делать сейчас. Итак, беру один большой кабачок. Я специально оставляю в конце сезона кабачки, чтобы они выросли и стали там в 2-3 раза больше. Делаю из них варенье. Помните, я в прошлом году ставила такое видео. И натираю через терку. Если у вас нету такие большие кабачки, вы можете, конечно же, взять обычные. Натираю через крупную терку. Я их солю и оставлю, чтобы немножко выделился сок. Когда выделится сок, я эти кабачки выжимаю и сок выкидываю. В кабачки добавляю яйца, йогурт. Я йогурт беру стеженный, потому что он гуще и не будет очень влажная начинка. Замешиваю хорошо.
Добавляю черный перец, красный перец. Больше я не солю, потому что я уже посолила один раз, чтобы вышло больше влаги от кабачка. И потом еще я буду добавлять фету. А фета, так как она соленая, я больше соли не добавляю, нам не понадобилось. Если вы думаете, что у вас мало соленая фета, вы можете добавить еще соли. Фету желательно добавлять греческую, но если вы сомневаетесь, какую фету у вас продают в магазинах, лучше заменить ее брынзой. Итак, замешали начинку и все уже готово. Можно уже раскатывать тесто. И для этого нам не понадобится скалка, мы будем раскатывать тесто руками. Для этого надо почистить хорошо рабочую поверхность, налить 1 столовую ложку на стол, чтобы можно было легко, как сказать, раскатывать это тесто, тянуть, вернее, это тесто. И дальше смотрите, как я делаю, и делайте так же. Во-первых, из-за того, что мы хорошо замесили тесто. Во-вторых, мы оставили 2 раза, чтобы тесто отдохнуло. Это нам помогает, чтобы с легкостью могли раскатать тесто без скалки. Мы первое тесто, которое откроем, раскатаем. Не обязательно делать его очень большим. Мы сейчас смазываем маслом, которое мы уже приготовили. И сверху уже будем раскатывать также руками вторую лепешечку по величине первой. Вы видите, как легко растягивается тесто. И это почему? Потому что мы очень хорошо замесили тесто и оставили тесто отдохнуть. Потому что если тесто не отдыхает, оно у вас будет рваться. Также смазываем маслом, которое мы уже приготовили. И будем продолжать и 3, и 4, и до 6 лепешечки один на другой. Будем растягивать это тесто. Чтобы у вас края не были толстые, а середина тонкая, вы можете прижимать края, чтобы они стали тоньше. Или если у вас это не получается, вы можете их потом порезать. Итак, я уже поставила и шестую лепешечку, открыла лист. Сейчас обязательно надо смазать перед тем, как сложить, чтобы поставить уже на противень. Надо смазать тесто, потому что когда вы будете складывать, оно у вас прилипнет, и вы с трудом его откроете потом. Итак, я намазала масло, сложила на четвертинки, поставила на противень, который я уже смазала немножко маслом, растянула его, ну не растянула, как сказать, ну аккуратно я его открыла, добавляю теперь уже начинку и продолжаю уже открывать остальные 5 лепешечки, которые у меня для верхнего слоя биты. Итак, раскатала я еще 5 лепешечек один на другой и перекладываю его на противень, там где у меня начинка, открываю аккуратно и заворачиваю края. Чтобы хорошо пропеклись все слои теста, надо заранее порезать питу на порционные кусочки. То есть не надо резать до конца, до дна, надо резать только верхний слой. Так как у меня большой противень 46 сантиметров, я беру одну тарелку, ставлю посередине, режу круг, потом этот круг разделяю на четвертинки. И остальное, то, что на противне, режу кусочками, вот как видно вот на экране. Отправляю в духовку на 180 градусов 50-60 минут, может даже 70, всегда зависит от вашей духовки. И вот результат, пропекся, очень вкусный пирог, все пироги вообще-то вкусные. Слои не прилипли, потому что мы сделали очень хорошую масляную смесь. Ну, что сказать, приятного аппетита, калиорикси, как мы здесь говорим. Вот посмотрите, слои какие раздельные все получились.
Хочу дать совет, как можно потренироваться раскатывать тесто без скалки. Вот когда готовите пельмени, приготовьте чуть-чуть побольше теста. Возьмите этот кусок, который вы приготовили, оставьте тесто, чтобы отдохнуло, и начинайте растягивать. Вы сами поймете, как это легко и просто делать. И потом уже беритесь делать. Сперва сделайте маленькую питу, потом уже делайте побольше. Это мой маленький совет. Ну а я тут с вами прощаюсь. Целую, обнимаю вас крепко-крепко. До скорого. Пока.